1986 год стал трагическим для маленького американского городка. С утра 15 детей сели в школьный автобус на экскурсию, на которую с нетерпением ждали все учащиеся, но эта поездка стала последней. Автобус исчез без следа, оставив родителей в полном отчаянии и забвении на долгие годы. Дело о пропавших детях стало холодным, а страх заставил множество людей закрыть глаза на то, что произошло, в надежде забыть о горькой утрате и двигаться дальше. Однако почти через 40 лет в глубине леса у озера Морнинг был найден автобус, старый, потрескавшийся и наполовину раздавленный, но самое страшное — с ним нашлась одна выжившая девочка, оставшаяся единственной свидетельницей тех страшных событий. То, что она помнит, раскрывает правду, которая страшнее, чем кто-либо мог себе представить. Помощник шерифа Лана Уитакер, имеющая небольшой опыт в расследовании пропавших людей, стояла у своего стола, когда раздался резкий звонок. Ее всегда настораживали такие неожиданные вызовы. «Шериф, здравствуйте. Нам только что позвонили», — произнес голос по телефону. «Мы нашли старый школьный автобус в лесу у озера Морнинг, и его номер совпадает с тем, что в списке обвиняемых по делу о пропавших детях 1986 года». Воспоминания нахлынули на Лану. Она вспомнила тот печальный день, когда она переживала ветрянку и завидовала всем детям, которые уехали в школу. Или же не завидовала. Сейчас это казалось неважным. По пути к озеру мысли Ланы блуждали в прошлом. Ей было трудно представить, как все могло закончиться так трагически для невинных детей, полных надежд и радости. Она представляла себе яркие цвета с фотографий из ежегодников, их детские лица, полные ожидания и энтузиазма перед летом, которое обещало быть лучшим в их жизни. Как же все могло так обернуться? Лана ускорила шаг, и ее сердце колотилось от тревоги. Что же они найдут в этом автобусе? Когда Лана наконец добралась до места, ее встретила жуткая картина. Строительная бригада уже находилась на месте, за очищением от подлеска и другого мусора, мешающего добраться до автобусного корпуса. Желтый автобус выглядел ужасно, обшарпанный и давленный в середине, словно его затоптали на проезжей части. Внутри она увидела сиденья, сломанные ремни безопасности, розовую коробку для ланча и детскую кроссовку, но ни одного тела или даже следа от них. Только пустота и молчание напоминали о случившемся. На приборной панели автобуса, чуть заметная и свернутая, лежала записка. Лана подошла ближе. Она гласила: «Мы так и не добрались до озера утром». Эти слова пронзили ее сердце, оставляя тяжелый осадок на душе. Лана, заставив себя взять себя в руки, приказала охранникам и всей команде оценить ситуацию и организовать оцепление территории до приезда команды штата. Она понимала, что это дело не просто абсурдная находка, это была возможность узнать, что произошло в тот ужасный день. Вернувшись в офис, Лана погрузилась в архивные документы, надеясь найти в них хоть какую-то полезную информацию. Это были старые записи, пожелтевшие от времени, среди которых она находила фотографии детей, звали их поименно, а также отчеты о пропавших без вести. Водитель автобуса Карл Дэвис и учительница М. Этвелл тоже исчезли в тот день. Каждый элемент расходился с предыдущими сюжетами, и ее сердце начинало стремительно биться. Может, кто-то все-таки остался в живых? В тот вечер к ней пришло несколько рыбаков, и один из них волнительно рассказал о заброшенном сарае, в котором они находили женщину, утверждающую, что ей всего 12 лет, что она была на школьной экскурсии, о которой никогда не забывала.
Не верь глазам. В тот момент, пока Лана сжимала документы, она чувствовала, что это могло быть чудо. Эта женщина назвала себя Норой Келли. Лана быстро собрала свои вещи и отправилась в больницу, где находилась Нора. Посмотрев на ее невинное лицо, трудное для восприятия, она почувствовала, как на сердце ложится тяжелый груз. Нора вспомнила, что ей говорили, что никто не вспомнит о ней, и, судя по ее грустным глазам, это были слова, которые она слышала на протяжении многих лет. Она повторяла: «Мы так и не добрались до озера». А Лана чувствовала, как каждый ее взгляд пронзает ее душу. С каждой минутой, что Нора проводила с Ланой, все больше вспоминалось. Она рассказала о поездке на автобусе, о мужчине с бородой, который сказал, что озеро еще не готово для них. Ее глаза заполнились слезами, когда она вспоминала о том, как они оказались в сарае, который стал новым домом, где им не разрешали говорить о прошлом или о своих родителях. Воспоминания были разрывающими, и Лана могла лишь слушать, стараясь не выказать своего ужаса. Нора говорила о том, что им пришлось взять новые имена и забыть о том, кем они были, как будто это объясняло их отсутствие. Эта реальность была невыносимой. Каждый момент, когда дети шли по длинному коридору, они надеялись, что свет одной звезды все-таки приведет их к дому. Рассказы о других детях, том, как они выглядели, как смеялись и общались, для Ланы отразили свет на ее собственные детские воспоминания. Когда Лана показала Норе выцветшую фотографию из выпускного альбома, девочка расплакалась, вспоминая своих друзей — Калеба и Марси. Она описала, как таскала их рукава, как они строили планы на будущее, которое теперь казалось таким недостижимым. Лана вспомнила все, что Нора описывала: часы, которые никогда не спешили, и закрытые окна сарая Фрэнка Эйвери, который уже давно был под подозрением. Хотя одна находка, браслет с именем Кимми Люн, вызывала у Ланы сильные эмоции, она, казалось, украшала каждый момент. Именно с ним пришла яркая картина животных, которые кричали и верили в свет, который остался скрыт. Браслет вызывал воспоминания о мире, который должен быть, но которого не было. Установив браслет рядом с фотографией класса, Лана решила расследовать дело Мартина Эйвери. По мере изучения его записей, все больше погружаясь в этот случай, ее желание раскрыть правду росло. Лана знала, что на кону стоит жизнь невинных детей, пропавших без вести. Она сама чувствовала, как глубокие эмоции переполняют ее, как будто связи с ними становились частью ее самого существования. Работа криминалистов быстро шла. Вокруг автобуса, найденного у озера, расчищали землю. Когда находки начали поступать, среди них появилась фотография детей перед деревянным зданием. Это были знакомые лица — Нора, Марси, Кимми и Калеб. Лана почувствовала, как стучит сердце, когда вспоминала их с детства. Все они были реальными, и к ужасу образы их повседневной жизни захватывали ее. Лана заметила мужчину в шляпе за детьми на фотографии. На обратной стороне фотографии была надпись «Избранные второй год». Эти странные знаки сделали ее внимательнее. Она поняла, что этот мужчина может иметь связь с будущими или прошедшими событиями, которые они еще не смогли выявить. На следующей встрече Лана привела Нору к зданию на фотографии, и девочка узнала это место. Звуки реки и свисток поезда сгущались в ее памяти, возвращая ее в те страшные дни, когда они еще находились в плену. Она затаила дыхание при упоминании о человеке по имени отец Элиаху, который не был священником, но обладал жестокостью, вложенной в каждого из пленников.
Лана решила, что ей следует посетить лагерь Ривервью. Когда она туда приехала, ее сердце заколебалось от шока. Она нашла здание с фотографиями и детскими вещами. Внутри были свежие следы, и Лана прислушалась, слыша рядом детский шепот. Это шептало об этом месте, где когда-то играли, были счастливы. На одной из древних стен, вырезанных имен, Лана нашла металлический ящик. Он был наполнен фотографиями детей в разных ситуациях. Каждое фото открывало новое окно в прошлое, поднимая кучу воспоминаний. На обороте каждой фотографии было написано имя, и с каждым именем, упомянутым, ширилась и грусть, и глубокий страх. Находясь на втором этаже, Лана наткнулась на детские рисунки. Она встретила мальчика по имени Джона, который начинал рассказывать, как они все рисовали, несмотря на запрет. Она попыталась успокоить Джона, предлагая ему не вспоминать настоящее имя, и, глядя на него, поняла, что он был лишь одним из тех, кто ждал спасения. На следующей встрече Джонах стал молчаливым, его взгляд уставился в окно, как будто ждал кого-то. Лана собрала в своем сердце желание помочь этому ребенку и принесла ему сок, толстовку и фотографии из школьного альбома, в которых, как выяснилось, он узнал Марси и Сэма. Возврат в прежнюю жизнь, когда они еще были детьми. В это время криминалисты находят обгоревшую фотографию детей у костра. Загадочная надпись «Он остался». Он решил остаться, наталкивает Лану на шокирующие мысли. Она пытается связать эти слова с любыми возможными именами или местами. В их именах все более таили потаенные страхи. История, которая никогда не сможет уйти. Лана начинает свой личный поиск, когда проверяет базу данных и находит информацию об Аароне Девлине. Она спешит к его трейлеру, чтобы, надеясь, наконец, получить понимание того, что происходило с детьми. Аарон, по сути, стал ключом к разгадке глубоких тайн, которые все еще остаются под завесой страшного молчания. Когда Лана встречает Аарона, он сразу же ее помнит, вспоминая их совместное детство. Их обсуждение затрагивает его страшный опыт в убежище, его страхи перед внешним миром. Они пережили многое вместе, и это укрепляет их связь. Лана чувствует каждый миг, проведенный с ним, как шанс сохранить историю тех пропавших детей, которые когда-то были полны надежд и мечтаний. Аарон говорит о восстании детей и пожаре в святилище, а Лана осознает, что это не просто канун. После масштабного пожара младших детей увезли, спрятавшись под новыми именами. Эта идея шокировала Лану. Добрая часть из пропавших детей оказалась не просто потерянной, но находилась на поверхности, потерянной для себя. Лана и Аарон решили вернуться в лес, где находилось первоначальное святилище. Когда они нашли полуразрушенную постройку, на них нахлынули воспоминания о детстве. В шкафчиках оставшихся детей они обнаружили те вещи, которые каждый из них хранил всю свою жизнь, пытаясь сохранить хоть что-то от прошлого. В третьем шкафчике Лана было открытие, которое перевернуло ее мир. Она обнаружила кассетный плеер, браслет и рисунок Норы. Рисунок изображал девочку с табличкой «Мы все еще здесь». И это было как зов мира, который давно остался незамеченным. Аарон привел ее к Хавену, местом, где держали младших детей. Идея, что дети могли быть там, придает Лане силы и надежду. Она чувствует необходимость исследовать каждый уголок, чтобы выявить правду и сделать все возможное ради этих жизней, чтобы искупить все преступления, которые пришлось им пережить. Таким образом, они находят комнату «Сад», отмеченную табличкой.
Аарон чувствует, что некоторые дети все еще живы, и эти слова снова становятся сигналом надежды посреди мрака. Они вместе, восстанавливая события и собирая улики о темной стороне лагеря. Во время всего этого Нора просыпается в больнице с колотящимся сердцем. На ее лицах отражаются страхи, и она делится со знакомыми образами. Ей снится, как ее имена произносятся в темноте, и это возвращение в сознание, кажущееся призывом к действию. Комната, в которой она пробуждается, оказалась тесной и темной, без мебели и окон. Запах влажной земли, старого металла и чего-то сладкого вызывал ее стыд. Это был запах добра, которое она все еще искала. Стены были покрыты цифрами, считающими время, дни и поражения, и эти подсчеты были безжалостной напоминалкой о потерях. В углу комнаты Лана находит разбитый диктофон с надписью «Для тех, кто помнит». И это было необычно. Когда она восстановила кассету и прослушала запись, ее сердце заколебалось от чувства невыносимой грусти. Это был голос, напоминавший Нору, но это была Кими Ланг. Кими предупреждает о том, что их не забрали, а сделали что-то другое. Эти слова оставили нервы натянутыми, раздвигая горизонты того, что произошло в прошлом и будущем. С каждой фразой она не строила иллюзий об умирающих мечтах, но посвящала их самих себе. Лана решила принести диктофон Норе в больницу, не теряя ни минуты. И тогда, когда Нора подтвердила, что Кими жива, волнение накрыло ее с головой. Эта реальность была как нужда, которая вскоре превратится в искупление. Аарон указал на люк в лесу, находившийся под корнями старого дерева. Он был спрятан, как секрет, который хранила собой природа. Лана и команда исследовала его, находя возможность спуститься в туннель. Еще один шаг к тому, чтобы вернуть детство утерянным детям. По мере спуска в туннель Лана слышит тихий голос и находит Кимми. Она говорит, что ее зовут Тишиной, но помнит свое настоящее имя, и это порвало ее сердце. Они не были забытыми вместе, они были потеряны среди себя. Кимми ведет очень важный дневник, где в нем записываются имена и события, шифры и мантры, которые возникали в условиях культа. Каждая деталь отражает ее чувства, подтверждая правду о похищенных детях, которые были частью ее самой жизни, но не могли вытянуться на поверхность. Аарон упоминает второй туннель как укрытие для тех, о ком не хотели знать. Это было местом, где происходили глубокие изменения в отношениях, и когда Лана находит ключ к туннелю в дневнике Кимми, ее сердце замирает от мысли, куда это может привести. Лана открывает люк и находит хранилище с останками детей, и это стало слишком много. В центральной комнате стояли столы с табличками, под стеклянным куполом книга с учебным планом, каждая страница как рана в дороге, где улеглись безмолвные крики. Книга содержала записи о Кассии, которая не забыла и убежала, и это светлое слово стало символом. Ее сила, ее идеи о свободе были не просто местом, но целой их реальностью. Шестую комнату нашли за фальшивой стеной, а внутри сотни фотографий, которые некогда были яркими жизнями. На фреске изображена девочка, бегущая по лесу с раскинутыми руками, и ее лицо поднято к небу. Под фреской были написаны слова: «Кассия вспомнила, она оставила нам свет». Эти строки пронзили Лану. Кимми узнает в девочке Кассию, которая исчезла на 3-м году обучения, и эта связь, наконец, обрела смысл. Лана нашла все доказательства того, что некоторые из пропавших детей выжили.
Результаты последних записей в дневнике, фреска и пленка доказали правду. Некоторые дети не просто исчезли, они боролись за свою историю, ту, которая существовала вне общественного сознания. Лана открывает дело о переводе детей из государственных приютов в период 1994-1993 годов. Среди записей выделяется девочка без имени, которая была помещена под временную опеку. Эта загадка росла, пока не привела ее к настоящему имени, когда она становится Майей Эллисон и удочеряется парой из Морнинг-Лейк. Когда Лана встречает Майю, работающую в книжном магазине, она, казалось, не подозревает о своем прошлом, но, глядя на фотографии, ее сердце наполняется тоской. Когда Лана показывает ей фотографию Кассии, Майя прислушивается к своему внутреннему жесту. Она узнала ее. Признаваясь, Майя говорит, что мечтала о Кассии, как о чуде, которое превращалось в ее собственную жизнь. Лана приводит Майю к Кимми, и внезапное обретение друг друга приводит к ошеломляющим эмоциям. Они обнимаются, вспоминая о прошлом, а Аарон приходит, чтобы получить признание за свою роль в выживании детей. Эта встреча больше, чем прощание. Это начало новой эры для всех них. Лана собирает доказательства, подавая официальный отчет «Утро на озере 15. Возобновление дела», используя все, что ей удалось узнать за эти долгие недели. Государственные структуры принимают ее серьезно, и соучастие всех оказывается необходимым для достижения справедливости. Теперь это не просто ее дело. Это дело всех, кто знал пропавших без вести. Нора, Кимми и Майя решили основать фонд для потерянных детей, понимая, какую тяжесть носили в своих сердцах всю жизнь. Лана устанавливает табличку на озере в память о пропавших детях, вновь привязывая себя к домашнему, к миру, где они когда-то были счастливы. Эта табличка стала символом связи, злосчастной, но необходимой. Нора уезжает в Сиэтл, чтобы начать рисовать, вдохновленная фреской Кассии, и в каждом ее маске она жизни чувствует рекурсии освобождения. Кимми остается в Морнинг-Лейк и посещает озеро, оставляя цветы у таблички, продолжая вспоминать свои голоса. Майя, напротив, проводит мастер-классы для молодежи и читает вслух книги почти в противовес тому, что она могла потерять. Прежде чем окончательно покинуть этот мир, Аарон оставляет записку с фотографией автобуса и словом «Аркадия». Эта записка представляет собой связь с прошлым, которая никогда не будет забыта. Лана хранит эту записку как напоминание о том, что она должна продолжать бороться за правду, иметь силы учитывать забытые имена и никогда не забывать о тех, кто ушел.